Дакмен. Частный детектив, семьянин. Что за произвол? ФБР прикрыло контору, в которую я вложил бабки. Неужели так трудно издать какую-нибудь брошюру, в которой четко прописать, что является торговлей детьми, а что нет? Сообщения для меня были? За исключением коллекторов тестов на отцовство и угроз убийства. Одно. Учитель Аякса по английскому желает с тобой пообщаться. Теперь еще и английский? А мы так надеялись, что он хоть этот язык выучит к концу года. Аякс, Аякс, Аякс. Неужели я что-то делаю не так? Ну, во-первых, это не Аякс. Это фотка клубу лагера, которая продавалась вместе с рамкой. Ну, разумеется, мистер, я обращаю внимание на все мелочи. Как только у меня появится фотка Аякса, она попадет именно в эту рамку. Суть в том, что это не ребенок, а сплошное мучение. Ты их кормишь, меняешь им подгузники, играешь в самолетик, чтобы заставить поесть. Жри овощи, иначе столкну! А что взамен? Один только гемор, Корни. Каждую неделю мне приходится тащиться в эту школу, чтобы услышать одно и то же. Бла-бла-бла, отстающий, бла-бла-бла, плохой отец, бла-бла-бла, лишить родительских прав. Посмотри с другой стороны, Дакмен. Вдруг эта встреча станет одним из тех волшебных моментов, когда ты поймешь, что все блага мира меркнут перед осознанием того, что ты гордый родитель. Прости, не смог устоять. Как-то тут тише, чем обычно. Бернис говорила, что до детей пытаются достучаться. Похоже, действует. Средь фруктов, дыни, верхний ряд. Но дамы все растят, растят. Папа? Ага, вы, видимо, мистер Дакмен. Я Дэниел О'Кэптон. Мне казалось, это урок английского. Разве вы не должны спрягать существительные или еще что-то? Это бесполезная окова, мистер Дакмен. Ребенок растет изможденным от того, что его запрягают в упряжку, связывают и затыкают, или прибивают ноги к полу. Но довольно о моих выходных. Мы собрались поговорить об Аяксе. Во-во. Просто скажите, что он натворил, и я подпишу соглашение о том, что если он сделает это снова, я подпишу очередное соглашение. Нет-нет-нет, дело в том, что я поддерживаю всех своих учеников в выражении его или ее индивидуальности, дабы обрести его или ее собственный голос, сочиняя оригинальную поэзию. Думаю, вам стоит услышать, что написал Аякс. Лови момент, Аякс. Нет, сынок, не прыгай! Лови гравитацию, Аякс! Нет-нет-нет, все нормально, мистер Дакмен. Он не собирается прыгать. Я прошу учеников так делать, дабы они могли взглянуть на мир по-другому. Увидеть все с иной перспективы. А, понятно. Потрясающий метод. Слишком много учителей сводят свои уроки к простому чтению и запоминанию слов мертвых поэтов. А я хочу пойти дальше. Хочу узнать, где эти поэты похоронены. Выкопать их, раздеть и потом... Знаю, это неправильно, но для подобных проблем еще не придумали программу реабилитации. Давай, Аякс. Доставщики пиццы бегают с глазами, которые не подходят к их футболкам, чей цвет колеблется между ирисом и воскресеньем. Так, сынок, закрой на секунду дышло. Препод, можно вас на секунду? Желаете небольшой тет-а-тет? Нет, спасибо, я не гей. Надеюсь, вы понимаете, в каком я положении. Когда разозлился на друга, просто не звонишь ему какое-то время. Когда облажался сотрудник, ты его увольняешь. Когда твоя подруга уходит к другой женщине, ты просишь разрешения посмотреть. Но сын, когда выясняется, что у твоей плоти и крови интеллект и газонокосилки, отцу остается только одно — обвинить во всем мать, которая в нашем случае мертва и не может за себя постоять. Никого ни в чем не надо винить, мистер Дакмен. Мне нравится поэзия вашего сына. Она свежа, оригинальна, креативна. Сказать по правде, Аякс — самородок. Так, хорош уже оскорблять сына, мой сарапитан. Быть самородком — это хорошо, мистер Дакмен. Внутри Аякса сидит муза, стремящаяся вырваться наружу. И сегодня он ее выпустит. В клубе любителей поэзии состоятся открытые чтения. Он будет рад, если вы придете. Сынок, выше нос. Будь самим собой и помни, что бы там ни случилось, мы тобой гордимся. Я ни шиша не шарю в поэзии, но шарю в картошке, и она холодная. Это не картошка. Шо? Это не картошка. Это масло. По вкусу как картошка. Что как? Что как что? Официант, принеси еще лимонада. Я не официант. Шо? Слишком хорош? Считаешь себя лучше меня, кровожадный нацист? Софи, дай-ка мне ствол. Какой ствол? У меня в сумочке целый ассортимент. Если стихи Аякса не про сгустки крови или удобную обувь, то чую, что мы будем публично унижены. Дамы и господа, встречайте ведущего поэтического вечера Колчника Шеки Борща.
Спасибо за столь теплый прием. Понимаю, вы боитесь аплодировать, чтобы не сбить работу кардиостимулятора. Ну же, народ, я ржал, когда вы пришли сюда в этой смешной одежде. Короче, добро пожаловать на поэтический вечер колчника. Кстати, колчник с польского переводится как нарушение нормы здравоохранения. Да уж, чую, я сдохну сегодня. Мой любимый поэт Нипси Рассел не смог сегодня прийти, потому что у него во дворе обосновались ку-клукс-клановцы. В богатом районе о таких вещах предупреждают заранее, чтобы люди успели найти сиделку для своих денег. Надо же, оказывается, еще есть куда падать. Значит так, народ, мне плевать, насколько это будет унизительно. Сегодня важный вечер для Аякса. Он познает, каково это участвовать в конкурсе и нифига не выиграть. Итак, наша первая жертва, то есть первый поэт. Давайте устроим ему теплый прием, чтобы он почувствовал себя как дома и показал, насколько у него длинный талант. Короче, дамы и господа, Аякс. Поднимаясь по склону и скатываясь вниз, бескофеиновый ванильный латте разминает песочного человека. Какая лазанья? Вон та лазанья. Вечный поиск лишней суши. Что сказали вам носки из магией пропитанных ферментов? Цветные. Сегодня выступление Аякса, уже вторую неделю подряд. Эй, Лебо, мы уже 2 часа тут торчим, а там мой сын. Знаешь, мне плевать, даже если там ты, а мы лишь молекулы на твоем ногте. И вместо машин ездим на миниатюрных молекулярных тачках. А вместо «Мейнард, вернись на землю», среди битников Аякс стал популярнее, чем волосатые женские подмышки. И пока ты не найдешь нам столик, я буду стоять здесь. Ну или могу прилечь вот тут. Сопоставь данные продаж с данными исследований, а рекламные данные с бухгалтерскими, и предоставь мне данные, сколько времени уйдет на то, чтобы понять эти данные. Эй, мы раньше пришли. Быть может, в другой раз, когда рассеете туман из своего сознания. Я скажу тебе, что туманит мое сознание. Я морожу тут свой туманный зад уже 2 туманных часа, глядя на твою идиотскую туманную рожу и впитывая твои туманные жеманные манеры. Если ты не найдешь нам туманный столик, я вырву твою туманную селезенку и заткну ей твою туманную глотку. Поэтому шевели свои туманные задницы и найди нам туманный столик, туманить твою мать. Прямо туман его сейчас. Прошу сюда. И не забывай об этом. Приветствую коллегу Рифмолюба. Это были Клейпул и Руфус с произведением «Саксофонный крик» номер 6. А сейчас, коты и кошечки, наконец-то пища для сервовещества. Юное дарование, ради которого вы все и пришли. Начинайте бить ладони друг от друга и выдайте аплодисменты планетарных масштабов для Аякса. Свеча, кровать, ярко, осторожно. Закрытый шкаф, рожок для обуви. Салат упал. Совершенный, живой. 7 и 7. Просей неспешно. Польский папа смог. Течет, плывет. Танцующий лед в эмалированной похлебке. Смог. Да, детка, давай! Что тут сказать? Я фанат любовных стихов. Любовных стихов? Да ведь тут даже не упоминались слезы. Дакмен, папаша, у тебя есть уши, но ты не слышишь. Хотя вообще-то у тебя нет ушей. Он снова вышел на сцену. Нет, погоди, это же жуть какая-то. Как ты слышишь? На чем держатся твои очки? Да забей ты на мои уши. Нет, правда, я никогда этого не замечал. Эй, народ, когда-нибудь видели чувака без ушей? Чудно. Да ну вас. Уши, уши.
Изумительная поэзия, правда? Так и пробирает изнутри. А вы отец Аякса, да? Давайте пообщаемся. Ах ты, грязный лимузинооблюбованный беспредельщик. Да я сейчас так отделаю твою общалку. Я сделаю вас богатым. Научу вас считать меня своим другом. Да что там, больше, чем другом. Рабом. И да, он мой сын. Свет моей жизни, тепло моей поясницы, побег моего могучего дерева. Хватит слюнявить мою одежду. Барри Бриттл, креативный вице-директор компании «Поздравительные открытки водяные знаки», дочернего предприятия корпорации Мегадель «Химическая смерть». А меня зовут Дакман, первая буква «Д», ведь я дико рад знакомству с вами. Что если мы познакомимся поближе в моем любимом кабаке «Дыня Мания»? Сегодня акция, можно полапать две по цене одной. Не интересует, я гей. В таком случае можем раздавить по коктейльчику в баре «Папоротник». Успокойся, селезень, я не практикую гомосексуальность, просто использую ярлык гей в качестве аксессуара. Согласно исследованиям, это делает меня демографически привлекательнее в глазах работодателей, и я всегда стою первым в очереди на внеочередное повышение. Первые 10 лет работы в этой компании я вообще был черным. Вижу, ваша способность концентрировать внимание сильно ограничена, поэтому перейду сразу к делу. Мне кажется, стихи вашего сына отлично подойдут для поздравительных открыток. Ну да, если праздновать День Белиберды. Ой, я сказал это вслух? У меня есть долгосрочный контракт. Я составил его на мультяшном рулоне бумаги с огромной золотой печатью, потому что, согласно исследованиям, недалекие люди клюют на такие штуки. Сработало! Я подпишу. Вы классный переговорщик. Позвоните мне завтра, я обеспечу вашего юного гения работой. Мы станем богатыми, 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 по полной, в мешках с зеленью по самые соски. Ну и, конечно же, у Аякса появится шанс выразить свои самые глубокие чувства через искусство всему страждущему миру. Водяные знаки, поздравительные открытки. Отдел исследований. Креативный отдел. Добро пожаловать, чудо-ребенок! Я обожаю твои стихи. Они чудесны, уникальны, точны, проницательны. Ты привнес в компанию водяные знаки что-то особенное, а именно себя. Вот тебе исследование, дабы ты мог выражать свои идеи точнее. Исследование? Отлично! Способность бездумно повторять слова начальника — это самое главное. Согласно этому графику, 98,9% всех жителей владеют тостерами, поэтому постарайся ввернуть в свои стихи слово «тостер». Тостер? Вот именно. Люди любят читать о том, что знают, с чем могут идентифицироваться. Никто не любит читать о местах, где никогда не бывал, и о вещах, которых никогда не видел. А как же волшебник страны Оз? Что он любит читать, я не знаю. А если серьезно, то нельзя прочитать кино. Следи за мыслью, пузанчик. Опросы показали, что самые часто покупаемые товары — это зубная щетка и расческа. Попробуй вплести и эти слова. Да, и поработай немного над рифмой. Исследования показали, что люди не любят нескладные стихи. Но вы сказали, что мои стихи вам нравятся. Так почему теперь хотите, чтобы я их изменил? Изменил? Я тебя умоляю. Слегка подровнял, причесал, навел лоск. Помни, мы хотим, чтобы ты делал то, что делаешь, только совершенно по-другому. Невероятно дорогие тачки. Нереально экстравагантная одежда. Безвкусные, но дорогущие товары. Дисконтный продуктовый магазин. И все благодаря тому, что мой сын выплескивает искусство в массы. Меня это беспокоит, Дакман. Аякс может стать жертвой распространенного явления, когда что-то поистине оригинальное обрабатывается и перемалывается в хладнокровном, расчетливом стремлении угодить массовым потребностям. Это убивает любые искры креативности, выматывает творца, а публику оставляет разочарованной. Ты поднял важный вопрос, Корни. Но я знаю своего сына и уверен, что он в восторге от этой работы. Сынок, аппарат проголодался, есть ли свежее мясцо? Тостер, щетка для зубов, расческа. Взял и был таков. Отлично, все нормы соблюдены. Вам нравится? Пока не знаю, ведь читал только я. Отнесу в исследовательский отдел, они сделают пробник, и мы узнаем предварительные результаты. Вот тогда я и скажу, что об этом думаю. Мистер Бриттл, я благодарен вам за все, что вы сделали, но больше не чувствую в своих стихах души. Поэтому вынужден уйти.
Уйти? Ты не можешь уйти, потому что незаменим. Но это не значит, что тебя нельзя заменить. Я тебя создал, ты мой. До моего появления ты был лишь очередным ребенком, названным в честь чистящего средства. А самое главное, твоя семья тоже принадлежит мне. Твой отец подписал контракт, и если ты его разорвешь, мы заберем его дом, машину, бизнес и все вещи, которые он накупил на твои деньги. Мы вышвырнем твою семью на улицу. Вы это сделаете? Но зачем? Зачем вам я? Вы ведь и сами можете. Возможно, писать могут все, но, к сожалению, у меня прокси-глоссарис. Редкое заболевание, из-за которого я иногда вместо того слова, которое хочу сказать, произношу следующее, стоящее в словаре. Так что продолжай писать, а не то у всей твоей семьи будут очень большие проблески. Я не могу навлечь на семью очень большие проблески. Надо завязывать с этими фаршированными кнышами на ночь. Может, брома и фалафель исправит положение? Теплые объятия расправляют мои ушные раковины и проводят меня через утренний металлоискатель. Аякс, сынок, у тебя все хорошо? Мне вот интересно, то, чем я занимаюсь, делает тебя и всю семью счастливыми. Шутишь? Благодаря твоей поэзии у нас появилось больше вещей, чем произведений у Шекспира. Что-то все-таки не так, да, сынок? Дело в работе? Но разве она не то, на что ты рассчитывал? Вообще-то, нет. Нет? Что ж ты раньше не сказал? Я же твой отец, мне надо знать такие вещи, чтобы попытаться исправить их. Ты можешь все исправить? Конечно могу. Какой во всем этом толк, если ты несчастлив? Спасибо, пап. Надо было сразу понять, что ты мне поможешь. Не волнуйся, сынок, я точно знаю, что надо делать. Завтра первым же делом я ворвусь в кабинет к Барри и потребую, чтобы он все сделал как надо. Поверь мне. Эта работа совершенно не радует паренька. И как его отец, я пришел сюда, дабы сказать, что тут можно сделать только одно. Поставить ему на стол банку МНДМсов зеленых, а также конфеты ПС в фирменных футлярах и конфетные палочки. Это вряд ли. Ну ладно, про палочки можно забыть, это было для меня. Но, Барл, родной, пойми, мальчик в печали. А когда он в печали, отцы не соврали. Стихи хуже швали. А неплохо. То-то у парня такой талант. Послушай, утка Пушкин. Получать от работы удовольствие – это приятное излишество. А он должен осознать художественный плюс исследований и разработок. Может, если ты увидишь то, о чем я говорю, исследования. Ты не мог бы отвернуться? Это новая охранная система, сканер сфинктера. Все, можешь поворачиваться. Ого, Барри, шикардосно. Собственная приватная комнатка для просмотра пикантного видео, исключающая возможность того, что войдут дети и застукают тебя за... Тихо! Неужели в тебе совсем нет чувства трепета? Ведь вот они, все ответы. Здесь божественное становится реальным, поэтому в этом помещении говорят шепотом. Здесь мы собираем, сопоставляем и отслеживаем все исследовательские данные. А вот тут объект нашего самого преданного поклонения. Фокус-группа, собранная из обыкновенных потребителей. Занятная подборочка. То-то у вас такие качественные товары. Правда красиво. А сейчас они тестируют новую линию емких поздравительных открыток. А эти мониторы отслеживают все крупные трейлерные парки в стране. Где еще лучше всего узнавать, чего хочет Америка? Ой, пардон. Нет! Что ты наделал? Ты перекрыл нам поступление крови! Надо же, я есть суперкомпьютер. Что же делать? Если сегодня же не принять решение по этому проекту, то он не успеет попасть на полки в канун всех этих выдуманных праздников, которые мы смогли внедрить в общество как незыблемое правило. Так дайте проекту добро. Вам же понравилось? Все просто. Поверьте в то, что у автора есть талант и эмоциональная связь с аудиторией. Вы же в это верили, когда нанимали его?
Я очень ценю ваше мнение. Но думаю, лучше проконсультироваться с книгой «Управление компанией в критических ситуациях». Так, принятие решений. Правило номер 1. Если есть какие-то сомнения, говорите «нет». Ведь в случае провала, а он всегда возможен, под удар попадает именно ваша задница. Так и сделаю. Прибегну к самой старой традиции в корпоративной жизни Америки. Клянусь отныне никогда не говорить «да» всему новому и оригинальному. А значит, этот свежий и креативный проект уже истомина. Прокси Глоссарис, да? Ну ладно, раз мы это обсудили, давай вернемся к важному. К моему сыну Аяксу. Так я ведь только что закрыл его проект. А значит, и его самого. Слушайте, а я научился группироваться, когда меня вышвыривают из зданий. Только как теперь сказать Аяксу, что из-за меня его уволили? Аякс, я хочу тебе кое-что сказать. Про сегодняшние события. Пап, прежде чем ты что-либо скажешь, я хочу поблагодарить тебя. Ты сказал, что избавишь меня от скучной работы, и сделал это, да? А, ну тогда, естественно. Само собой, я же обещал. Жаль, что я не разобрался с этим прохвостом раньше. Ты лучший папа на свете. Спасибо, сынок. Все это доказывает, что в жизни по-настоящему важно лишь одно. Что именно, пап? Без понятия, сынок. Вообще не представляю. Может, спросим фокус-группу? Теплые объятия расправляют мои ушные раковины и проводят меня через утренний металлоискатель. Даже если я тебя больше не увижу, ты в моем воздухе. Как красиво.